Вот это и есть тот самый спуск в подземный бункер. Смотрите. Блин, вот там спереди какие-то звуки. Постоянно кажется, что на тебя вот-вот кто-то напрыгнет и сожрет. Друзья, всем привет! Для тех, кто не в курсе, меня зовут Алекс. Если вы впервые на моем канале, то я рекомендую вам пройти в описание канала и ознакомиться с информацией, чтобы понять, кто я и чем занимаюсь. Но если вам нравится контент подобного формата, то подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. На момент выхода этого ролика я, скорее всего, нахожусь на съемках, пилю для вас новый контент. Поэтому, пока меня нет, предлагаю посмотреть вам этот выпуск проекта «Сталкер». Сегодня я отправлюсь в призрачное здание времен СССР, где когда-то располагался военизированный объект, а именно база хранения Министерства обороны. Ранее я уже проводил ночные съемки на этом объекте. Скажу я вам, это было еще то приключение. Ссылка на предыдущий выпуск я оставлю в описании под этим видео, поэтому проходите и смотрите. Сегодня нам удастся рассмотреть этот объект более детально, потому что это вылазка днем, и она будет наполнена другими красками и совершенно другой атмосферой. Под этим призрачным зданием есть огромное убежище на случай ядерной угрозы. Оно настолько жуткое, что не каждый туда решится спуститься один. Я спущусь в это убежище, чтобы погрузить вас в его необычную и очень жуткую атмосферу. Покажу вам его призрачный облик, который безнадежно застыл во времени. Будет интересно, друзья. Поехали! Электромагнитный импульс и защита от него. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Вся информация, ребята, это очень ценная информация. Таких плакатов сейчас уже нигде не найти. Знаете, я когда захожу в это здание, мне почему-то всегда кажется, как будто я нахожусь где-то в Чернобыле. Вот эти вот виды прям очень напоминают чернобыльские, ну согласитесь же. Пошли сходим на кухню, посмотрим столовая. Вот в этом зале обедали люди. Даже еще осталась раздача, видите? О, друзья, самое вообще кайфовое, смотрите, что я нашел. Вы помните это? Это кефирные бутылочки, друзья. Раньше в этих бутылочках продавали кефир. И во времена СССР эти бутылочки люди даже собирали и потом сдавали. За них давали там какие-то хорошие деньги. Здесь даже сохранилось кое-какое оборудование кухонное. Уже, конечно, ему хана, но уже просто в ужасном состоянии. Все ржавое. Уач! Называется, по-моему, жарочный шкаф. Пойдем посмотрим, что там. А вон еще целая корзина этих бутылок.
Вот это и есть тот самый спуск в подземный бункер. Причем посмотрите, какой спуск большой. Сюда запросто может спуститься, блин, толпа людей. И никто друг другу не будет мешать. Сразу натыкаемся на противогазный фильтр. О, какой жуткий бункер. У меня только на камерный свет, но у меня есть видеокамера с ночным видением. Буду, блин, надеяться на нее. Так, ну что, пойдем попробуем. Капец, здесь ветер дует прям. Здесь есть кто-нибудь? Ух, нифига тут эхо. А, долбаная паутина. Блин, мне почему-то кажется постоянно, как будто кто-то ходит наверху. Возможно, это из-за того, что капает все кругом вода. Здесь столько звуков, что просто стоишь и теряешься, звуки кругом. И знаете, такое ощущение, как будто я слышу постоянно какие-то голоса. И голоса эти как будто бы везде вокруг. Но это можно объяснить тем, что здесь очень большое пространство, и, возможно, как-то через вентиляции звуки попадают вовнутрь и распространяются здесь эхом от стен, отбивается, и, возможно, такой эффект создается. Но это, друзья, очень реально жутко. Противогазы. Смотрите. Сейф, в котором хранились раньше противогазы и, может быть, еще что-то, я не знаю. Просто, представляете, комната полностью усыпана нафиг противогазами. Охренеть. Но это, скорее всего, не бункер, это, наверное, больше похоже на бомбоубежище. Пошли дальше. Вот еще противогазы. Дверь закрыта. Знаете, друзья, вот в такие моменты, когда находишься в таких местах, постоянно кажется, что на тебя вот-вот кто-то напрыгнет и сожрет. Но человек, такое существо, буквально через 10 минут пребывания в таких вот суровых местах, ты к ним привыкаешь, и уже не так страшно. Электрощитовая. Класс. Государственной обороны, что ли, или как это? ЗПУ. Еще сейф. Вот смотрите, поражающий фактор. Здесь нарисована иллюстрация, ну типа ядерного взрыва. Вот это город, вот они горы, сопки идут вдоль моря. И здесь вот ядерный взрыв.
То есть по факту это карта укрытия, то есть как до него добраться. Тут даже написаны населенные пункты и сколько километров до этого укрытия от моего города. Поэтому когда-то здесь было бомбоубежище. Телефон. Еще противогазы. Блин, честно, хочется уже побыстрее отсюда убраться, друзья. И еще здесь очень холодно внизу. Не знаю, видно, нет? Ну, пара, по-моему, не идет, но температура здесь пониженная. Не минусовая, но очень холодно. Алло? Нифига там гермодверь. Представь себе картину, стоишь возле этой гермодвери, да, вот так вот поворачиваешься назад, вот туда, а там в проходе стоит какое-нибудь чудовище на тебя, вот так вот смотрит. Фу, и что делать? Сюда побежишь, а там закрыто. Сюда побежишь, а там чудовище стоит. Блин, вон там спереди какие-то звуки. Что это такое? Вот, пожалуйста, позади меня вентиляционная установка. Посмотрите, какая она мощная. Там в ней можно ползать. Как фильм смотрели, да? Чужой, который лазил там по вентиляциям. Вот здесь то же самое можно вытворять. И эта вентиляционная установка фильтровала воздух, забирала его снаружи, фильтровала воздух и нагнетала сюда в убежище. Как раз таки оно было оборудовано на случай ядерной войны, ядерной угрозы. Какая-то кнопка, пускатель, скорее всего, это и есть кнопка, которая запускала эту установку. Короче, да, все вот так вот серьезно, друзья. Блин, ну как же здесь жутко-то, а? Вы это слышите? Блин, что-то наверху происходит, по-моему. Пойдем отсюда. Фу, блин, друзья, ну все, выбрались мы с этого убежища. Скажу вам, адреналинчик, да, у меня зашкалил. Очень такое атмосферное местечко, скажем так. Нервишки, чтобы пощекотать. Пойдем дальше. Подъем на второй этаж. Вау! Вы только посмотрите на это, друзья. Охренеть!
Вау! Друзья, да, ночью здесь очень атмосферно. И ночью здесь я был. Но днем ни чуточку не хуже. Это реально очень крутая заброшка. И тут есть сейфы. Вот еще один. Офигеть. Но знаете, здесь очень такой плесневелый запах. Очень неприятный. Пойдем отсюда. Техотдел. Вау. Здрасте. Фу. Вау, паутина. Бляха-муха и паучара он какой. Хорошо, что он вот эта вот хрень мне на лицо не села. Бля. Отдел текстильной и легкой промышленности. Вау. Вся комната полностью обросла мхом, охренеть, и плесенью. Начальник штаба службы МТС ГО. Вот это вот лютая комната. И везде разбросаны документы. Капец, вот это жесть. Вы только посмотрите, друзья. Вау! Кайф! Ух ты! Вы только посмотрите! Еще немного, и здесь уже будут расти пальмы, бегать обезьяны. И очень-очень высокая влажность, друзья. Здесь реально очень высокая влажность. Я не знаю, как называется эта трава, но она очень похожа на папоротник. Если кто-то знает, как она называется, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот такая вот травка. Отдел кадров. Друзья, вот вы сейчас смотрите на эти виды и, наверное, думаете: боже мой, как же там, наверное, воняет. И все ваши рецепторы подсознательные сейчас проецируют в ваших органах чувств вот эту вот
несусветную вонь, возможную несусветную вонь в этом кабинете. Но что, если я вам скажу, что это не так? Сейчас я зашел в этот кабинет, и здесь пахнет духами. Друзья, здесь реально пахнет духами. Вопрос, почему? Прям четко выраженный запах приятных духов. Не знаю, с чем это связано. Счеты. Еще один сейф. Почему здесь пахнет духами? Воу, интересный кабинет. Финансовая группа. Но что-то мешает открыть дверь. Но я смотрю, там еще одна дверь внутри. Возможно, он смежный с тем кабинетом. Пойдем посмотрим. Здесь хранили что-то очень ценное. Возможно, здесь были деньги, скорее всего, это была касса. Там вон окошечко, и, наверное, с этой кассы выдавали зарплаты тем, кто здесь работал. Друзья, на этом все. Очень атмосферная получилась прогулка по этому призрачному зданию. Спасибо всем тем, кто досмотрел до этого момента. Это значит, видеоролик вам понравился. Не забудьте поддержать меня вашими лайками, проявите максимальную активность в комментариях. Я читаю 100% комментариев, отвечаю на самые интересные из них. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я публикую новости о жизни моего YouTube канала, выкладываю информацию о съемках, предстоящих выпусках и выкладываю разные видео и фотоматериалы, которые вы больше нигде не найдете, кроме как в Телеграме. Ну и у подписчиков Телеграм-канала есть возможность написать мне лично. Жду вас там, друзья. Ну а с вами был Алекс, и увидимся уже в следующем выпуске. Всем пока!